Сколько нужно зарабатывать, чтобы жить людям, переезжающим по делам, находящим новую работу или просто планирующим отпуск? Им нужно понимать, сколько стоит жилье в самых дорогих городах США. Понимание того, сколько стоит жить в городе и почему, может повлиять на решение о переезде или отменить его. Неудивительно, что города Калифорнии доминируют в списке самых дорогих городов Америки. Чтобы снять жилье в самых дорогих городах США, вам придется зарабатывать минимум в 2 раза больше, чем большинство американцев. Портал Apartment Guide, который специализируется на поиске жилья, провел исследование. Так, судя по данным, менее чем в половине из 50 самых густонаселенных городов США аренда жилья просто недоступна для большинства жителей. Почему я так решил? Дело в том, что расходы на аренду не должны превышать 30% от бюджета семьи. Именно так советуют эксперты по личным финансам. Так как рост цен на аренду останавливаться пока не собирается, жилье в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Майами еще более недоступно для большинства жителей. Посмотрим, сколько же нужно зарабатывать, чтобы аренда жилья в этих городах не превышала 30% дохода. А для начала позвольте представиться. Я Андрей Солодов, аккредитованный иммиграционный представитель из города Форт Лодердейл, Флорида, США. Первый в моем списке – Нью-Йорк. Он самый дорогой для жизни город США. Средняя аренда – $6350. Необходимый доход – $254 тысячи. Нью-Йорк возглавляет список самых дорогих городов США. Город с населением около 8,5 миллиона человек также возглавляет списки самых дорогих городов мира. Стоимость жизни на Манхэттене на 154% выше, чем в среднем по стране. На Манхэттене цены на жилье легко превышают $1 миллион. В Нью-Йорке все стоит дороже, от продуктов до общественного транспорта. В продовольственном магазине вы оставите на 43% больше, а за медобслуживание и транспортные услуги придется отдать на 30% больше, чем платят жители других городов США. А еще, чтобы наслаждаться жизнью на Манхэттене, придется полюбить толпу. Плотность населения здесь составляет почти 27 тысяч человек на квадратный километр. Бостон, Массачусетс. Средняя аренда $4700. Необходимый доход $188 тысяч в год. Благодаря огромному количеству университетов, больниц, исторических достопримечательностей, а также рабочих мест для специалистов в области технологий, Бостон является одним из самых привлекательных для жизни городов. Но несмотря на популярность города, он автоматически делает жизнь в нем гораздо дороже. Проблема с Бостоном в том, что люди не найдут нормальных домов для жизни. Вместо этого у них есть многоквартирные дома, особняки для богатых людей. Так что от этого сильно страдает малообеспеченная часть общества. Продовольственные товары, здравоохранение стоили больших денег в Бостоне, превысив среднее значение расходов более чем на 20% по стране. Быстро развивающаяся технологическая среда соперничает с Силиконовой долиной. Окленд, Калифорния. Средняя аренда $4400. Необходимый доход $177 тысяч в год. Будучи расположенным на противоположном конце моста залива, можно сделать жизнь в Окленде более дешевой альтернативой Сан-Франциско. Но город по-прежнему является более дорогим местом для жизни, чем большинство городов в Соединенных Штатах. Стоимость аренды снова является главной проблемой здесь. На сегодня не всегда нормальный человек может позволить себе собственный дом в таком городе. Это требует много денег, чтобы зарабатывать на жизнь. Окленд в настоящее время считается третьим самым дорогим рынком аренды, при этом цена в экономическом секторе неуклонно растет. С другой стороны, люди со средним доходом уезжают из Окленда в поиске менее дешевого жилья. Кризис доступности распространился быстрее, чем в любом другом крупном городе США. Сан-Франциско, Калифорния. Средняя аренда $4300, необходимый доход $173 тысячи в год. Люди принимают решение покинуть Сан-Франциско каждый день, так как ошеломляющая высокая стоимость жизни и цены на все дома, как известно, обанкротили многие банки. Сан-Франциско – прекрасное место для жизни, если только тот, кто может себе это позволить, иначе это сильно ударит по карману. Годы неослабевающего экономического роста, обусловлено стремительно растущими доходами высокотехнологичных компаний, привели к тому, что Сан-Франциско стал один из самых дорогих городов в стране. Даже несмотря на высокие зарплаты, сводить концы с концами живущим здесь весьма непросто. Из-за фантастически высоких цен на жилье покупка недвижимости здесь практически нереальна, а съем безусловно дорог. Лос-Анджелес, Калифорния. Средняя аренда $3900. Необходимый доход $158 тысяч в год. Лос-Анджелес определенно может быть захватывающим местом. Это место с хорошими музыкальными площадками, историческими особняками Беверли-Хиллз и, конечно же, для гурманов местом для приготовления аппетитного барбекю. Как и в других крупных городах США, стоимость жизни в Лос-Анджелесе умеренно высока.
Владение автомобилем в Лос-Анджелесе также может быть слишком дорогим удовольствием. Высокие инвестиции в аренду жилья заставляют людей уезжать из Лос-Анджелеса, поскольку это становится слишком дорого. В Лос-Анджелесе живет огромное количество богатых гламурных звезд кино, но киноиндустрия играет небольшую роль в быстро развивающейся экономике города. Транспортная индустрия города также играет определенную роль, поскольку порт Лос-Анджелеса является одним из самых загруженных портов в мире. Бурный производственный сектор и заслужившая внимание стартап-сцена способствуют высокой стоимости жизни города. Некоторые почтовые индексы, например, многозадачный 90-210, приводят к космическому росту стоимости жилья. Сан-Диего, Калифорния. Средняя аренда $3900, необходимый доход $156 000 в год. Присутствие Министерства обороны и военные подрядчики делают самый южный город Калифорнии одним из самых дорогих в Америке. Сиэтл, Вашингтон. Средняя аренда $3600, необходимый доход $144 000 в год. Сиэтл входит в число лидеров по темпам экономического развития среди городов США. Здесь располагаются офисы Microsoft, Amazon и многих других компаний отраслевых высоких технологий, которые привлекают огромное количество специалистов со всего мира. Это неизбежно приводит к росту цен на рынке недвижимости. Сан-Хосе, Калифорния. Средняя аренда $3500, необходимый доход $140 000 в год. Любой, кто хочет избежать высоких цен в районе залива, найдет небольшую передышку в Сан-Хосе, расположенном недалеко от Сан-Франциско и Окленда. Присутствие Кремниевой долины делает все в Сан-Хосе дорогим, включая средние цены на жилье, превышающие $1 миллион. Чикаго, Иллинойс. Средняя аренда $2900, необходимый доход $117 000 в год. Арендная плата настолько высокая, что доступность становится почти нереальной для тех, кто хочет жить в Чикаго. Переезд в такой город совсем не бюджетный. Вы можете получить недорогое жилье в штате, но для этого вам нужно переехать подальше от города и жить в пригороде. Налог на недвижимость здесь значительно выше, чем в других местах. Даже налог с продаж здесь субъективно выше, чем в любом другом месте. Вашингтон, округ Колумбия. Средняя аренда $2800, необходимый доход $113 000. Стоимость жилья в Вашингтоне, округ Колумбия, является крайне высокой и делает жилье недоступным для многих. Чтобы позволить себе жить с огромным пространством, нужно переехать подальше от города. Сюда в основном приезжают на временное проживание, за короткое время зарабатывают большие деньги, набираются опыт и через какое-то время съезжают. Если вы семейный человек с маленькими детьми, здесь становится жить довольно сложно, так как детские сады очень дорогие. А в некоторые детские сады длинные очереди, особенно те, которые пользуются большой популярностью. Благодаря многочисленным федеральным агентствам, аналитическим центрам, лоббирующим фирмам и надежному туристическому сектору, мы получаем более высокую стоимость аренды жилья по сравнению с другими городами США. Денвер, Колорадо. Средняя аренда $2700, необходимый доход $110 000 в год. Денвер – оживленный, культурный, поглощенный собой город США, столица штата Колорадо, блестящие небоскребы центра города, исторические районы. Здесь лучшая кулинарная сцена между Чикаго и Калифорнией. Высокие хребты, горные реки, большое количество добродушных людей. Именно это вспоминают туристы после посещения Денвера. Своеобразно и удивительно микрокультурный город. Здесь можно встретить среднестатистического американца, европейца, русского и даже индейца. Однако, несмотря на его гостеприимство, к этому городу привыкаешь не сразу. И, наверное, ключевой фактор – высокие цены на жилье. Сакраменто, Калифорния. Средняя аренда $2600, необходимый доход $105 000. Это столица и один из старейших городов Калифорнии. За последний год город страдает из-за наплыва мигрантов, которые пересекают границу Мексика-США. Похоже, именно этот фактор и стал ключевым в том, что цены на жилье стали активно расти за последние месяцы. Майами, Флорида. Средняя аренда $2500, необходимый доход $100 000 в год. Большое количество богатых иностранцев, присутствие многочисленных международных финансовых институтов и самый загруженный порт круизных лайнеров в мире делают жизнь Майами очень дорогой. На этом сегодня все. Благодарю вас за просмотр. Надеюсь, что вам понравился ролик про самые дорогие города США. Поддержите канал вашим лайком, подписывайтесь, чтобы не пропускать новые ролики. До новых встреч! Вас ждет еще много интересных видео о жизни в США.